Друзья, всем огромный привет! Всем привет из Мексики! Вы на канале Big Trip Vlog. В этом выпуске мы вам покажем самый дорогой курорт Мексики. Это город Тулум. Из города Плая-дель-Кармен до Тулум проехали примерно 60 километров. По дороге там останавливались в магазинчик. Ехали, наверное, не больше часа. Сейчас мы находимся в Тулуме. Это самый дорогой курорт Мексики. Остановились в центре, в эко-отеле. Кстати, здесь очень много эко-отелей, которые связаны с природой, которые используют для своего отеля только эко-материалы, то есть натуральные. Даже это можно судить там, знаете, по шампуню, по кондиционеру. Ну и сами отели тоже будут достаточно необычными. Это наш отель, называется Бау. И первое, что мы спросили, когда зашли, почему он называется Бау. Это, оказывается, в честь божества. Это ресепшн отеля. Мы приехали вечером, нас быстро заселили, предоставили комнату. Сейчас утреннее время, и в отеле достаточно спокойно. Здесь, кстати, есть специальные тихие часы. Видите, с 10:30 до 8 часов у нас время тишины. Это общая зона. Здесь есть книжки, настольные игры. Также здесь есть несколько столиков, за которыми можно работать. Интернет в отеле ловит везде, но именно на ресепшене он работает лучше всего. В комнате не так хорошо. Сейчас я вам покажу бассейн. Посмотрите, какая здесь красота. Здесь у некоторых гостей располагаются тоже комнаты, поэтому они могут выходить и сразу здесь купаться, загорать. Здесь также есть лежаки. Очень красивая зона. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Покажу вам еще одну красивую зону. Здесь есть качели, стульчики. И все это в окружении зелени. Ну и теперь давайте пройдем в нашу комнату. Проведу вам небольшой обзор нашего жилья. Мы приехали сюда вечером, поэтому здесь уже небольшой беспорядочек. Давайте начну сразу с ванной комнаты. И раковина, и душевая сделаны из бетона, зеркало из дерева, мусорка и корзиночка для различных шампуней, плетеные, тоже из натуральных материалов сделанные. И шампунчики, посмотрите, кондиционеры тоже все натуральное, все очень вкусно пахнет. В комнате есть зеркало. Сделано все тоже в сером эко-стиле. Полочки деревянные, ловец снов над кроватью, полка для вещей, очень красивая люстра, кондиционер хорошо работающий, хотя мы ночью его не включали, потому что дул небольшой ветерок из окна, и было достаточно комфортно. Есть столик, стульчик, и из окна у нас открывается вид на зону завтрака. Давайте я вам покажу. Смотрите, какая красота. Мини-бали в одном отеле. Мы сейчас проходим на завтрак. У нас здесь очень многолюдно. Занимаем свой столик. Присаживайся. Из напитков у нас есть чай, кофе, молоко и сок. Так, сейчас еще кофеечку возьмем. Завтраки у нас ежедневно меняются. Можно выбрать либо сэндвич, либо омлетик, фруктики также. Да, но омлет тоже на сэндвич, то есть на хлебушек.
получается сэндвич с омлетом. Сейчас мы едем по главной дороге в Тулуме, которая проходит вдоль моря. Движение здесь, конечно же, неспешное, особенно если вы едете на автомобиле. На автомобиле здесь совсем не приспособлена дорога, потому что мало того, что она плохая, она узкая. Ну и, конечно же, огромный трафик. В основном здесь все пользуются велосипедами, либо мопедами. Самый удобный способ передвижения именно в Тулуме. Плюс здесь парковки. Они не очень удобные и плюс дорогие именно для автомобилей. На скутере, конечно, немножко попроще. Вот иногда удается разгоняться километров до 40, иногда встаем в глухие пробки. В общем, сейчас едем на первую, скажем так, едем в первую точку, первую достопримечательность. Красивая скульптура. Ну а пока давайте еще полюбуемся видами Тулума. Как я вам уже и говорил, парковки здесь дико дорогие. Самое бюджетное, что нам удалось найти, это 200 песо. Парковка им причем все равно, что на час, что на день. До этого были парковки, мы проезжали по 300 песо, но там уже, это были парковки бич-клабов, там уже можно было пройти на пляж. Пляж в данной ситуации нам не очень интересен, поэтому мы припарковались примерно метров за 800 еще от нашей точки, куда мы направляемся. Вот, и сейчас пешочком еще пройдемся по улочке. Где-то есть тротуар, где-то нет, поэтому прогуливаться здесь тоже, на самом деле, не всегда комфортно, не всегда удобно, но благо мы пришли уже к нашей точке. Видим большое количество людей сейчас, очередь. Сейчас мы приехали в арт-парк, где находится известная скульптура, которая олицетворяет природу. И очень многие знают город Тулум именно благодаря этой скульптуре. Сейчас мы тоже будем фотографироваться, но сначала нам предстоит небольшую очередь. Помимо самой огромной скульптуры, здесь есть еще небольшие локации с другими арт-объектами. Вот здесь вот крылышки, некие руки, но, конечно же, сама скульптура, главное, она поражает своим размахом, своим величием. Примерно 15 минут стоим в очереди, за нами уже выстроилось очень много людей. Получается, мы еще вовремя приехали. Лучше, конечно, приезжать пораньше. Говорят, здесь вообще никого не бывает. Но вот после 11, после 12 уже выстраивается достаточно внушительная очередь. Скульптура называется «Светящаяся богиня». Сделал ее художник Даниэль Поппер. И он делал ее по новой концепции из дерева, веревок, зелени и стали. Ну что ж, минут 20 в очереди, пару минут на фотографии, минут 10 на изучение локации. И все это удовольствие стоит $4 с человека. И мы вернулись на главную улочку Тулума. Идем обратно к парковке. Сейчас мы идем обратно к нашей парковке, где встречаются многочисленные кафешки, отели, рестораны, магазинчики. Все действительно в стиле Бали. На самом деле мы живем в центре Тулума, то есть далеко от прибрежной зоны. И там все совершенно по-другому. Там больше похоже на Плая-дель-Кармен, то есть как бы на обычный мексиканский курортный город. Но вот здесь, вот именно на прибрежной зоне, действительно царит атмосфера Убуда.
все действительно такое природное, красивое. Даже заборы там у многих сделаны либо из природных материалов, также из листьев пальм. Очень все красиво. Но для того, чтобы жить на прибрежной зоне, это, конечно же, не так просто. Отели здесь дорогие, даже достигают 30 тысяч долларов за ночь. Я имею в виду вот такие магазинчики, видите? В Тулуме даже есть свой собственный стиль. Это просто кафе мороженого. Посмотрите, какие здесь люстры. Кстати, один шарик мороженого стоит больше 500 рублей. Сейчас мы на машине доехали до следующей нашей локации. Называется она археологический парк, или как многие называют это место, руины Тулума. Но припарковались немножко поодаль. Нашли парковочку за 100 песо. 100 песо это, конечно, считается здесь крайне бюджетный вариант. К этим руинам, в этот парк можно подъехать и с других различных входов войти. Вот, это не самый ближний, скажем так, но зато демократичная парковочка. Сейчас мы идем по территории парка. Множество красивых локаций, сувенирные магазины, кафешки. Так, сейчас мы дошли до входа в парк. Видим стоимость. Нам нужно и приобрести билет за 90 песо, и за 60-50. Вам нужно приобрести именно 2 билета сразу. Вот это, друзья, вся очередь, которая стоит в парк. Сейчас обеденное время, поэтому очень много людей. Оплачиваем билетики, можно оплатить по карте, 60 песо. После того, как купили билетики, Тома пошла за кофе, а я вам немножко поснимаю то место, где мы находимся. Небольшой парк, вот красивые буквы Тулум. Также вот здесь в виде божеств разодетые люди, которые за фотографию просят денежку. Что еще мы здесь видим? Видим огромные магазины с сувенирами. Очень большие шопы. Везде вот эти скелеты. Огромный выбор сувениров. Здесь есть, наверное, все, что вы захотите купить, начиная от алкогольной продукции, заканчивая обычными магнитиками. Какие-то шляпы, кружки, фляжки, украшения, какие-то различные камушки. Здесь вот статуэточки красивые, шахматные доски, фенечки. В общем, огромнейший магазин сувениров. Так, теперь мы шли вдоль дорожки приятной и оказались в следующей очереди. Она выглядит еще больше, чем предыдущая. И здесь нужно будет уже заплатить за вход в руины 90 песо с человека. Ну, здесь есть на самом деле две опции. Либо стоять эту очередь, достаточно большую. Вот сейчас я прохожу вдоль нее. Либо можно воспользоваться услугами гида. Они к вам подходят, и с гидом тогда уже, если вы оплатите его услуги, не знаю на самом деле, сколько стоит гид, вы тогда можете пройти сразу без очереди. Вот, поэтому, чтобы сэкономить лишний там где-то, может быть, час, то можете воспользоваться услугами гида. В итоге в очереди мы стояли, наверное, минут 30. Потом заплатили почему-то за двоих не 180, а 190 песо. И теперь уже заходим на территорию Тулумских пирамид. Город Тулум считается самым молодым среди других городов майя. Кстати, Тулум переводится как крепостная стена, ограждение, забор. То есть именно этот город служил для защиты. Также в этом городе находился порт. И это был единственный порт недалеко от города Коба. Коба — это тоже очень значимый город для майя. Находится в 45 километрах отсюда. И мы обязательно также с вами побываем. Еще хочу отметить, что руины в городе Тулум, они самые, наверное, красивые среди других, потому что они располагаются на берегу моря. Сейчас мы с вами прогуляемся по значимым сооружениям. Наверное, одним из самых интересных является Эль Кастильо, то есть в переводе с испанского это замок. Посмотрим сейчас все это ближе.
Сейчас мы с вами могли наблюдать игуану, достаточно большую причем. И подходим уже к небольшой пещере, в которой располагался сенот. Сверху дом сенота, а это сам сенот. Вот еще парочка небольших игуан. Сейчас мы гуляем по различным сооружениям, смотрим, узнаем небольшую историю о них. Вот, например, сзади меня находится дом сенота, под ним находится пещера, в котором были ранее найдены кости, что говорит о том, что здесь была гробница. Жалко, конечно, нельзя подходить к этим сооружениям поближе, потому что тогда бы открывался еще шикарный вид на море, которое совсем рядом. Поэтому мы гуляем лишь по улочкам, огражденным канатами, смотрим на постройки майя, смотрим на игуаны, любуемся природой, красивыми растениями, кактусами. Проходим стены главного здания, которое называется Эль Кастильо, что в переводе с испанского замка, как я вам уже ранее говорила. Еще красиво, что игуаны, знаете, сейчас по нему ползают, это выглядит очень атмосферно. Фу, сейчас хорошо в тенечке под ветвями деревьев, потому что солнце палит на самом деле очень сильно. Поэтому нам еще повезло, что мы во второй половине дня выбрали прогулку по этим руинам. Поэтому сейчас солнышко все-таки уже садится. Очень много видим игуан. Одна из них вот выползает через окошко крепости. И сейчас мы поднялись на еще одно красивое место. С одной стороны остатки крепости, а с другой стороны вид на море и небольшая обзорная площадка. Сейчас видим, как здесь плавают лодочки. Это местные предлагают экскурсии, чтобы посмотреть эти руины с воды. Тоже очень красивый вид. Но нам и здесь нравится. Дует небольшой ветерок, открывается вид на море. Раньше можно было на этот пляж также пройти, но сейчас, к сожалению, этого сделать нельзя. К сожалению, да. Мы на самом деле думали, может быть, после руин как-то спуститься к пляжу, но пока дорожки к пляжу не видим, все перекрыто. Но виды открываются просто бомбические. Сейчас дошли до конца тропинки, на самый верх. Самая красивая обзорная площадка здесь, наверное. Открывается вид и на скалы, на море. В общем, абсолютно шикарный вид. И сейчас возвращаемся потихоньку обратно. Сейчас мы ходим по различным обзорным площадкам и любуемся пляжем. Также здесь бегают игуаны, на каких-то можно даже поближе посмотреть. Гуляя по руинам, мы не ожидали, что здесь будет еще красивый парк. Можно посмотреть и на море, и на природу. Посмотрите, какая красота. После руин, когда вы спускаетесь, у вас есть две опции: пойти направо на выход, либо пойти налево, как мы, пойти к пляжу. Поэтому сейчас, помимо руин, мы все же заглянем на местный муниципальный пляж. Минут 10 мы, наверное, шли по дорожке, которой не было конца и края, но потом завернули налево, увидели здесь табличку, что общественный пляж доступен, поэтому сейчас направляемся. Сейчас поднялись немножко наверх. Видим, машины припаркованы. Я думаю, парковка здесь стоит не меньше 300 песо. Парковочных мест очень мало. Но можно сюда заехать прямо на машине. Сейчас уже слышен шум моря.
Вход на пляж здесь выглядит, конечно, крайне странно. Небольшая такая деревянная кафешечка, где можно купить сок, и вот такая дырочка в заборе. Просто заходим. Ух, и видим большое количество людей. Очевидно, что мы пришли не с центрального входа на этот пляж. Мы с вами только что были вот наверху, там, где руины находятся. Возможно, там есть еще один спуск прямо к пляжу, но мы его не нашли. Сейчас время уже около 4, может быть, даже пол-5. Тихонько солнышко садится. И мы, на самом деле, рады, что успели заглянуть еще на пляж. Расположились здесь на Парео. И совсем скоро планируем искупаться. Смотрите, какое количество людей. Здесь есть и кафешки, и волейбольная площадка. Кто-то отдыхает под зонтиками, но мест под зонтиками не так много. В основном люди берут с собой покрывало, полотенце, одеяло. Пришло время наконец-таки искупаться. Для меня водичка все-таки прохладная. Но это сейчас кажется немножко она прохладной, потому что жара спала и на самом деле на улице не очень жарко. Но вход достаточно пологий, идем по песочку, небольшие волны здесь. Слева скалы, вид на самом деле очень красивый. Что же, это наше первое купание в Тулуме. Наконец-таки. Хочу сказать, что вначале был песочек, немножко мутная вода, прошли поодаль, вода почище, волны большие. И еще хочу отметить, что все-таки, конечно же, это не канкунские пляжи, где вообще абсолютно прозрачная вода. Может, на других пляжах. Да, но я думаю, этот пляж, конечно, не показатель, скажем так, всех других пляжей, которые в Тулуме есть. Я думаю, мы с вами завтра еще должны в этом выпуске проехаться в национальный парк, там, где красивый, красивейший, я бы сказал, пляж, и уже действительно посмотреть на воду. Надеюсь, завтра нам это удастся. Ну, а здесь тоже приятно, водичка чистая, но не такая великолепная. Вот кто-то из песка сделал руины, в которых мы только что гуляли. Пытался я запустить дрон, но, к сожалению, здесь бесполетная зона. Видимо, как раз из-за того, что археологический парк находится совсем-совсем рядом. Ну что ж, без дрона так без дрона. Сейчас мы возвращаемся уже обратно. Поедем вкусно поужинаем, а завтра продолжим наш выпуск из Тулума. Вышли обратно к дороге. Вот здесь мы с вами брали билеты. Они, кстати, продаются до 4 часов. Соответственно, если вы хотите посетить руины, вы идете прямо, как мы, и платите 90 песо дополнительно. Если не хотите, а хотите попасть только на пляж, то поворачиваете направо и попадаете на пляж. Ну а мы с вами сейчас попадем уже в ресторан. Сегодня мы решили поужинать тайской кухней. Все-таки это редкость для Мексики. Не везде встретишь тайскую кухню. Выбрали для этого ресторанчик Golden Chai Thai. И заказали себе уже стойки. Мне принесли passion fruit с маракуйей, а Кирилл заказал себе с тамаринду. Вкусненько, кисленько и с водой одновременно. Конечно же, мы на закуску взяли классическое блюдо тайской кухни. Это спринг-роллы с овощами. Подают с кисло-сладким соусом, с чили.
смотрите, какой смертельный номер устроил Кирилл. Он добавил в этот спрингролл просто кучу перчика чили с масличком. И немножко арахиса. Ой, ну удачи тебе. Дай бог тебе здоровья. Нет, здорово, здорово. Ты не пылаешь, как дракон? Ну, мы с тобой любим острый, поэтому действительно соус острый, но внутри овощи, хрустящие вот этот, ну, как называется, бумага, да? Рисовая, да, бумага. Да, рисовая бумага. Закуска идеальная. Мне кажется, мы таких можем съесть, наверное, целое ведро. Как видите, в качестве основного блюда мы заказали пад-тай. Да, пад-тай с курицей. Так, друзья, пробуем пад-тай. Пад-тай с курицей. Здесь идет и арахис, идет лапша стеклянная. Что идет в пад-тай? Ростки сои, Да, яичко жареное. Все, пробуем. Да, похож на тайский. Очень много соуса. Ну, похоже на кисло-сладкий, да, такой соус. Заправка очень сильная. Курочка мягенькая. Ну, блюдо большое. Прям на двоих, можно сказать. Но это еще не все блюдо. Еще у нас здесь карри. Карри и каре. То есть суп карри и каре ягненка. Поэтому так это все выглядит. Просто потрясающе. Подача. Карри с лучком, с арахисом. Подается отдельно еще рис. И вот такое блюдо тоже можно попробовать. Давайте попробуем сразу. Ну, карри восхитительный. Да? Карри великолепный, насыщенный, вкус. Очень вкусно. Ну, раз уж карри пробуем, давайте попробуем сразу же. Мяско. Карри ягненка. Великолепно приготовлено. Изумительное сочетание и карри, и каре. То есть получается и первое блюдо, и второе одновременно. Друзья, для тех, кто любит тайскую кухню, обязательно приходите в этот ресторанчик. Нам все очень понравилось. Ну а с вами мы не прощаемся, увидимся утром, продолжим наше путешествие по Тулуму. Взяли в нашу машину, сейчас пытаемся добраться до национального парка. Сиенакан называется. Не знаю, еще получится, не получится у нас добраться, потому что говорят, что дорога туда сложная, разбитая. Но мы попытаемся это сделать и найти там красивый пляж. Ребят, хотели контент, вот он у нас случился, совершенно нежданно-негаданно. Ехали мы вдоль главной улицы Тулума, вдоль набережной, самое вот это туристическое место. И тут у нас въехал, ну или даже, я бы сказал, залетел скутер прямо в бок нашего автомобиля. Немножко помял дверь, чуть-чуть попозже покажу. То есть просто мне было видно, как я смотрю направо и справа, ну, там парень, то ли он возвращал скутер, то ли он его только пытался арендовать. И знаете, как бывает, когда неопытные водители на газ немножко нажимают, да, то есть прокручивают ручку, и скутер прям вырвался у него из-под рук. И когда я увидел справа то, что на нас скутер, знаете, как всадник на лошади несется, в общем, ударил нам в дверь, поэтому сейчас мы пытаемся связаться со страховой компанией, пытаемся понять вообще, что нам делать. Ну, в общем, будет опыт как для нас, так и для вас. Мы тоже покажем, чем это все дело закончится. Ну, давайте немножко покажу. Чтобы вы понимали, мы ехали вот по этой дороге прямо, и вот сбоку здесь вот арендуют различные скутеры, квадрики маленькие. И вот один из скутеров прям на полном ходу решил у нас въехать. Сейчас я вам покажу небольшое повреждение, которое осталось у нас на двери. Вот стоит Томочка, тут стоят ребята. Вот мы видим, здесь мятина, здесь небольшие повреждения. Ну, сейчас за нашей спиной как раз эта компания, которая нас
немножко въехал и пытается выяснить, виноваты они или нет, потому что он говорит, что он же не был за рулем скутера, он же лишь, ну, я не знаю, что он пытается именно сказать, потому что он не был за рулем скутера, но он, скажем так, нажал на газ, то есть. С другой стороны, в любом случае он виноват. Должны давать скутеры в аренду, если нету категории А. Ну, может, у кого-то на автоматически сразу в правах ставится, но такие правила есть. Да, поэтому сейчас они стоят, выясняют там между собой, да, типа, потому что, ну, я думаю, их в любом случае признают виновными, да, именно их, а не арендатора, не ту компанию, которая им давала скутер в аренду, потому что все-таки, ну, виноват тот, кто его взял. Поэтому сейчас вот мы ждем страховую компанию, нам сказали, что около часа нам придется провести в ожидании. Дальше будем смотреть. Зато у нас есть один неоспоримый плюс этой ситуации. Мы здесь припарковались абсолютно бесплатно. Мы стоим уже около 40 минут, не платим за парковку, экономим 300 песо. Очень жалко, что нам не нужно сейчас, и мы не хотим идти ни на какой здесь бич-клуб, ни на какой пляж. У нас были немножко другие планы, поехать в национальный парк, увидеть там самый красивый пляж. Вот, но парковка для нас здесь вышла бесплатная. Вот такие плюсы всегда можно найти из ситуации. Ну, плюс, конечно, контент. Ну что, ситуация продолжает развиваться. Только что вышел владелец, скажем так, места, где арендуют скутеры. Также он владелец соседнего резорта, который называется Амансала. Амансала, вот здесь прям большой прибрежный резорт. И он сказал, что, ребята, значит, давайте договоримся, значит, страховку я все оплачу, вы пока можете отдохнуть, припарковаться, во-первых, на моей парковке большой, сходить на территорию отеля, посмотреть пляж, то есть все это абсолютно бесплатно, поэтому пока мы ждем страховую компанию, мы, пожалуй, этим и воспользуемся. Итак, мы припарковались, теперь идем в Амансала. Это бич-клуб, отель. Вот, видите, друзья, что не происходит, все к лучшему, возможно, к лучшему, да? Когда бы мы еще посетили такой бич-клуб, вход в который стоит только с человека около $100, представляете? Вот, а так мы идем бесплатно. Еще парковка 300 песо сэкономлена. Ну, в общем, сейчас вам расскажем, покажем, что здесь есть интересного. Я сразу же начала использовать все бонусы этой аварии. И теперь пью водичку с апельсинами. Это очень вкусно, попробую, реально освежает. Ну, давай. Сейчас будет полный обзор. Полный обзор, друзья, полный обзор аварии. Вот. Вход сюда мы уточнили, стоит, ну, в обычный день простым смертным $75 человека. Сейчас мы проходим территорию номеров. Все очень-очень красиво, ухожено. Боюсь даже представить, сколько здесь стоит номера за одну ночь. Я думаю, не меньше, чем $1000. Ну, выходим потихоньку в морскую зону. Здесь также есть некая гостиная такая, да, или ресторанчик. Ну и, конечно, главное, что здесь есть в этом бич-клубе, это Карибское море. Считается, что все пляжи здесь муниципальные, свободные. Купаться может любой человек, но как сюда пройти? Потому что везде, по всей береговой линии, находятся бич-клубы. И добраться сюда очень сложно. Существует один муниципальный какой-то пляж, в самом начале мы видели. Но он выглядит, конечно, не так привлекательно, как этот. Водорослей практически нет. Нежное море, небольшие волны. Сегодня еще погода шикарная. Поэтому, видите, все, что не делается, как я уже говорил, все к лучшему. Так, снова меняется ситуация, ребята. Мы в спешке собираем наши вещички. Но на самом деле про спешку я немножко преувеличиваю. В общем, подошел реально владелец этого места, сказал, что сегодня все занято, мест, к сожалению, нет. А на самом деле с нами до этого общался лишь арендатор некой площади, парень, который здесь сдает скутеры и имеет какой-то участок на этой территории. Поэтому он, оказывается, не владелец, не директор. Просто он нам сказал, что мы можем здесь расположиться и чуть ли не пить коктейли, но оказывается, это не так. Ну, посмотрим, чем дело будет закругляться. В любом случае, мы посмотрели на это красивое место, зашли, сделали небольшой, так сказать, срез общества. И сейчас уже будем выходить, обратно посмотрим. Все, сейчас мы уже вышли из этого бич-клуба, из этого отеля. Кстати, нам, естественно же, предложили здесь остаться, ребята. Вы, говорят, можете здесь остаться, но нужно заплатить 20 или $25 просто за пребывание на пляже. То есть без сидячих мест, скажем так, потому что у них все пуфики заняты, поэтому просто, чтобы насладиться этим пляжем, $20, будьте любезны, с человека оставьте.
Но вообще, на самом деле, это странно, потому что здесь также все пляжи должны быть муниципальными. И, по идее, мы должны, ну, пойти где угодно и купаться тоже где угодно, поэтому я считаю, это не совсем как бы. Да, я тоже сказал, как мы сюда вошли, как бы, это уже наши проблемы, Как бы да? проблемы, да. А уж остаться на береговой линии, это очень странное решение. Ну ладно, пока так, друзья. Сейчас мы оказались уже в другом бич-клубе, который называется Рок Отель и Рок Бич-клуб, потому что здесь также есть отельные номера. За нашей спиной все очень красиво. Здесь по условиям, получается, вход бесплатный, но вам нужно заказать на 1000 песо, либо на $50 с человека что-то из напитков или еды. И знаете, мне еще нравится, как администратор об этом просто говорит, ну всего лишь $50 с человека. Да, бесплатно, ребят, Да, проходите, бесплатно, то есть проходите, абсолютно. Отдыхайте. Но на самом деле, вот мы смотрим даже сейчас на море, и если сравнивать даже с тем общественным пляжем, что мы были вчера, мне вчерашний пляж понравился больше. Здесь какие-то камни в воде, вода мутная. Я уже сделал предположение, что Рок-отель, возможно, поэтому так и называется, потому что здесь камни, рок, но Томчик сказал, что здесь это сеть. Да, я напомню, Кирилл, что в Кубе мы тоже останавливаемся в Рок-отеле, и это сеть большая. Да, сейчас немножко покажем вам этот бич-клаб, потому что если вы хотите, можете сюда приходить. Действительно, если вы решили посетить бич-клаб, то зачем платить за вход, если можно просто платить за еду и напитки? На самом деле вариант хороший. Да, но надо отметить, что матрасики здесь удобные, тенты здесь красивые, людей гораздо меньше. Да, ну давай немножко покажем это местечко. А вот так выглядит главная улица глазами пешехода. Абсолютно раздолбанные дороги. Иногда встречаются пешеходные дорожки для людей. Вот как сейчас, допустим, мы идем с комфортом, потому что есть тротуар. Но в большинстве случаев его нет. Приходится идти по обочине, везде пыль, везде все разбито. Да, очень пыльно, много каких-то грузовиков здесь ездит. Ну, в общем, сюда, конечно, суваться на велосипеде тоже не очень удобно по разбитым дорогам. Поэтому сюда суваться лучше всего, конечно, на скутере. Вот, но со скутером у нас, видите, как не сложилось вдвойне. Во-первых, мы его не арендовали, потому что у нас машина. Во-вторых, скутер арендовал нас, получается, сегодня немножко. Вот примерно так выглядит, когда вы идете по тротуару. Наверняка по тротуару, по краю проезжей части вы идете. Тротуаров здесь нет пешеходных в данном участке дороги. Поэтому пешком гулять здесь тоже удовольствие ниже среднего. В итоге примерно через 1,5 часа наших ожиданий брождений по бич-клабам приехал страховой агент, который сейчас заполняет необходимые документы. Он спрашивает водительское удостоверение, спрашивает ваш договор на аренду автомобиля. Ну, пока не знаю, пока еще мы заполнили форму, в которой мы написали наше имя, фамилия и вкратце, что произошло. Вот сейчас дальше ждем. Кирилл решил времени не терять. Он вообще сегодня не теряет времени. Ему вообще нравится такой формат блога. Да, пилим для вас эксклюзивный контент. Поэтому пока... Зачем вам парк, да, ребят? Зачем? Да, пока агент оформляет страховой случай, я летаю на дроне. Я, кстати, удивлен, что здесь можно взлететь, потому что пробовал в другом месте, там не получалось, немножко подальше, ближе к центру Тулума. А вот здесь вот, мы еще пробовали. да, в отеле пробовали, а здесь вот возле пляжной зоны летается шикарно. Море, конечно, прекрасного цвета, бирюзового. Жалко, что нам сегодня не удастся искупаться, им насладиться, но уж такой день вышел. В итоге, наконец-то, наша эпопея с аварией закончилась. Мы прождали еще, наверное, 1,5 часа, пока страховые агенты там все оформляли. Но выяснилось, что у владельца скутера нет страховки, она на другого человека. В общем, какие-то проблемы решали. В итоге, благо, спасибо нашей компании, где мы арендовали автомобиль, они пошли на уступки и просто взяли незначительную сумму деньгами. Вот, поэтому все решилось очень просто. Потом все созвонились и договорились просто деньгами, потому что ждать страховая
предлагала нам еще дольше, пока не поедут на другой случай, потом они вернутся, потом, может быть, подъедет человек, у кого есть доверенность на право управления этим транспортным средством. В общем, прождали мы здесь, 1,5 часа ждали, потом 1,5 часа еще здесь вот все это оформляли, выясняли. Итого 3 часа весь день, поэтому такой вот получился влог немножко скомканный. Получается, и мы в бич-клабы. Был немножко такой короткий обзор. Жалко, что нам не удалось там задержаться подольше. Ну и такое происшествие случилось. Хочу сказать, что на протяжении всего этого времени реальная была поддержка именно от агентства, где мы арендовали авто. Давай даже оставим на них ссылочку под этим видеороликом. Да. Потому что... Мы арендовали, кстати, автомобиль. Изначально мы думали, ну, это другая история, да, на 3 месяца. Но в итоге получился на 1 месяц, потому что у нас выяснилось, что штат Юкатан, только в этом штате мы можем на этом автомобиле ездить, потому что страховка здесь. В других штатах мы не можем ездить, поэтому арендуем автомобиль в другом месте. Поэтому мы арендовали в этом агентстве автомобиль, получается, на месяц. Около $30 в сутки у нас получилось. Оставим ссылочку в описании. И что хотела добавить, на протяжении всего времени поддерживали. Мы сразу же им написали о случившемся. Они сами связались со страховой компанией. То есть они проконтролировали, чтобы он сюда приехал. И на протяжении всего этого времени тоже контролировали. Да, потому что страховой агент по-английски не разговаривает, мы по-испански тоже не особо, поэтому такая вот история. Ну что ж, друзья, мы сейчас едем в другой город, продолжать наше приключение по Мексике. Впереди еще будет много интересного, поэтому, если вы с нами, поддержите это видео лайком, вашим комментарием. И до новых встреч! Всем пока! Всем пока, ребята, совсем скоро увидимся!